Здесь так необычно. Мы когда-нибудь выберемся из этого лабиринта. Привет! В самом сердце Иудейской долины, недалеко от Иерусалима, располагается древний город Мареша. Не просто город, а огромный подземный город с улицами, храмами, голубятнями и производственными помещениями. А еще это уникальное и необыкновенно красивое царство пещер. Но хватит болтовни, идемте смотреть. Национальный парк Бейт-Гуврин полон сюрпризов. Гуляя по его дорожкам, не сразу понимаешь, что истинные сокровища находятся под землей. Здесь настоящий пещерный мегаполис, построенный более 2500 лет назад. С VI века до нашей эры здесь проживали языческие народы – идумеи, финикийцы, сидоняне. В древние времена люди обратили внимание на меловую породу здешнего вот этого камня, который прекрасно поддавался обработке, и они стали строить здесь город. Так возник древний город Мареша, который упоминается в Ветхом Завете как один из древнейших городов Иудеи. Считается, что именно из этого города происходит семья Ирода, идумея, обращенного в иудаизм. Город был огромен. Здесь было найдено около 800 домов довольно большой площади. Но основной город под нами, под землей. Для постройки домов люди использовали меловые породы, которые залегают глубоко под землей. Они прорубали верхний жесткий слой, который называется нари, примерно 2 метра толщиной, и достигали мягких меловых пород. Из них добывали строительный материал, чтобы строить дома, а подземные полости использовали как склады, голубятни, цистерны для воды, производственные помещения и так далее. В каждом доме был вход в подземелье. Сеть подземных ходов и помещений просто поразительна своим размахом. Подземных помещений здесь около 3500. Кстати, в этих пещерах просто невероятная акустика. И периодически здесь устраивают концерты классической музыки. Так, а здесь у нас что? Вау! Ребята, у нас здесь древний курятник, вернее голубятня. Хотя принцип тот же. Здесь выращивали голубей на мясо. Вот в эти ниши голуби откладывали яйца, а голубиный помет использовался как удобрение. Ребята, таких колумбариев в Мареше 85. А вот таких ячеек, которые являются гнездами, конкретно в этом колумбарии более 2000. К сожалению, я не смогла снять видео, потому что было очень темно, и фотоаппарат не брал ночную съемку, только фотографии. Ну и вообще сюда вход был запрещен, если честно, но мы пробрались.
Вот это устройство использовалось для отжима оливок. Сюда загружались оливки, камень приводился в движение осликов, а может быть людьми. Оливки дробились в кашу, и потом эта каша помещалась, сейчас покажу куда. Раздробленные в кашу оливки складывались в круглые корзины. Мы их видим вон там. Их складывали одна на другую, эти корзины. На корзины давил пресс, который утяжеляли вот этими камнями. Первый отжим был без камней. Это было масло самого высокого качества, так называемый первый отжим. На второй отжим уже надевали грузила, и тогда получалось масло второго отжима немножечко хуже качеством. Масло стекало в цистерну, которая находилась внизу, а жмых оставался в корзинах. Друзья, мы спускаемся в цистерну для сбора и хранения воды. Система сбора дождевой воды в цистерны поражает своей величиной и сложностью. У каждого дома была своя цистерна, и все эти цистерны объединялись в сложные системы. Меловая порода не пропускает воду, подземных вод здесь не было. Поэтому на поверхности существовала сложная система сбора дождевой воды. Невероятно, просто невероятно. После завоевания этих земель греческими войсками Александра Македонского город получает название Мариса. И здесь обосновывается община людей, которые прибыли из Сидона. Мы сейчас войдем в очень богатый погребальный комплекс Сидонской общины. В эти ниши помещались саркофаги с телами умерших. Здесь 42 ниши, то есть здесь хоронили только значимых членов общины. В центре расположена ниша с фасадом, напоминающим фасад храма. Это значит, что это место захоронения самого уважаемого члена общины. Трехглавый Цербер охраняет царство мертвых. Петух защищает от демонов. А сейчас я покажу вам самое необычное и невероятно красивое. Идемте со мной. Друзья, я надеюсь, что вас впечатлил настоящий пещерный мегаполис, построенный 2500 лет назад. А впереди у нас еще много интересного. Оставайтесь с нами. До встречи через неделю.